В этом видео сегодня я хочу поговорить о тренерах и сравнить тренеров, которые работают с пониманием того, что они делают, и с полным отсутствием понимания того, что они делают. О тренерах, у которых есть своя система, которые придерживаются какой-то системы, делают ее пошагово, и тренера, которые просто перебивают мяч на ту сторону. Какое отличие этих тренеров? Насколько важно иметь эту систему? Что приобретет тренер, работающий по системе, и к чему приведет отсутствие системы, и куда ведет путь тренера, который работает без системы и просто перебивает мяч? Насколько легче тренеру, который работает по системе, создать свою клиентуру, репутацию, которая потом будет работать на него, увеличивать стоимость своей работы, когда результаты этой работы уже будут говорить о тренере и о его работе. Попробую все это сравнить и рассказать обо всем этом по порядку в этом видео. Поехали. Первое, с чего я начну, что такое система. Наверное, это куча таких трактовок, самого понимания слова «система». В разных сферах это разное понимание. Но в теннисе, наверное, для меня это такое понимание, когда человек четко понимает, что он хочет. Четко знает, что он будет делать пошагово. Неважно, какой работой он занимается технической работой, тактической, ментальной, физподготовкой, комбинирует все это в один тренировочный процесс, но он четко знает, как это должно быть. Расскажу, например, одну историю, которая была живая. Таких историй у меня не одна, не две, они разные, но вот эту историю расскажу, которая случилась со мной. И когда-то один человек соединил меня с игроком в одну команду, и мы работали с игроком, который имел там достаточно высокий рейтинг, стоял в 100 мира. И мы работали, грубо говоря, в одной системе. Это тоже было понимание того человека, который нас объединял, система. И мы работали с одним человеком. Одну неделю работал я, и одну неделю работал этот человек. И когда мы посмотрели этого человека, первым, к чему мы пришли, это к тому, что надо менять хватку. И сказали: меняем? Да, меняем. Я посоветовался с тем человеком, который имел там гораздо больший послужной список, чем я, был достаточно именитым теннисистом для города, в котором мы работали. И сказали: да, хватку надо менять. Я начал менять хватку, мы поработали неделю, и в самой смене хватки тоже есть определенная система. Я не смогу ее здесь показать, у нас есть видео на канале, мы снимали, как менять хватку, но там есть определенный объем ударов, определенные этапы, да, когда вы начинаете менять хватку, это большое количество ошибок, это новые ощущения, это боль в руке, потому что из-за того, что меняется угол хвата ракетки, меняются мышцы, которые задействованы в кисти, в руке, и это достаточно такой тяжелый процесс. И по моему опыту, да, это порядка 10 тысяч ударов должно быть выполнено без цели. То есть это не тогда, когда мы пытаемся попасть куда-то на той стороне, диагональ, линия, приближаем мячи, играем косые кроссы, ставим разные стойки. Это просто мы ловим ощущение новой руки. Да? Как это часто происходит, хватка была перекручена, и что бы ты ни делал, мяч крутился самостоятельно. И когда вы эту хватку открываете, для того, чтобы мяч накрутился, должна уже начинать работать кисть. И вот это движение у людей, у которых перекручена хватка, оно у них практически отсутствует, потому что у них все и так делалось за счет ракетки, которая была вывернута. Я проработал неделю, и вторую неделю должен был работать вот этот специалист, который, я думал, что в силу своего какого-то послужного списка игрока, он имеет какой-то опыт, и у него тоже есть какое-то понимание, как это делать. Я оставил этого игрока этому человеку на вторую неделю, и через неделю после пришел на тренировку. И когда я пришел на тренировку, девочка играла старой перекрученной хваткой. Я спросил у нее, что произошло, почему так делаешь, мы же меняли хватку. И она сказала: так я играла на счет всю прошлую неделю. И я просто офигел. Я подошел к главному человеку, который объединял меня вот с этим бывшим теннисистом топ-100 мира, и спросил у него, как это вообще работает. Я меняю хватку, тут на второй неделе ставят играть на счет, и я предложил ему, что я выйду с этой супер системы, в кавычках, потому что я не собираюсь связывать себя с людьми, которые объединены в одну команду, которые не знают никакой системы работы вообще. Я предложил родителям выбрать, и в конечном итоге
Меня даже немножко это удивило, но тем не менее выбор был сделан в сторону меня, а не именитого теннисиста. Потому что у меня была какая-то система и понимание, что делать. Было много потом там обид, всяких там сплетен там, по поводу меня, там, вплоть там, до таких, которые я даже не смогу здесь сказать, в чем обменял меня тот игрок, чем я занимался с людьми, по ее мнению. Но преимущество мое над этим игроком, естественно, был не уровень, не какие-то там звания, регалии, а только то, что у меня было понимание того, что я делаю, и я не мог связывать себя, свое имя с работой, которая ведет в никуда. Это еще один такой пример, как человек, который без системы, хотя очень неплохого уровня как игрок в бывшем, пытался работать на корте. Поэтому наличие системы и понимание того, что вы делаете, всегда будет преимуществом над теми людьми, которые просто перебивают мяч. Даже если они были супер титулованными, именитыми теннисистами, без системы не будет никакого результата. Это был пример, один из примеров системы, который выделит вас от всех людей, которые просто перебивают мяч. Я люблю системность, и я люблю системность во всем. Я всегда говорю Ульяне, да, и я, можно сказать, научил ее разминаться. Это разминка по книге «Выиграй любой ценой» Брэд Джилберт, да. Это разминка, когда ты бегаешь по периметру корта, и там есть определенная система, да. Ты на пробеге корта горизонтально, ты делаешь бег. На движении корта вертикально, да, где линия идет от задней к сетке, ты делаешь какое-то спецупражнение. Например, в сторону ты бежишь, да, побежал, и до сетки ты делаешь приставной шаг. Опять в сторону ты бежишь, назад ты бежишь спиной. Опять в сторону ты побежал, вперед ты делаешь захлесты, да. И эти упражнения можно варьировать, можно добавлять там скрестный шаг, можно добавлять там высоко поднимание бедра, можно добавлять там оленей шаг, там, и у кого насколько хватит фантазии, можете добавлять любые упражнения. Есть еще одна, опять же, такая система, да, разминки и заминки. Это когда вы разминаетесь сверху вниз, да, вы начинаете там с шеи, продолжаете плечами, там есть куча упражнений, и вы спускаетесь вниз, там, переходите там тазобедренный сустав, грубо говоря, бедра, колени, голеностопы. Это тоже система. И я все время говорю игрокам, что когда ты выходишь на корт, и даже ты проводишь разминку по системе, у тебя уже преимущество над игроком, который просто на нем стоит. Потому что ты выглядишь как человек, который знает, куда он пришел, и который знает, что ему делать. Точно так же можно отличить со входа, с первого удара, с первого упражнения тренера, который работает по системе. Он просто знает, что делать с этим игроком, с этим любителем, с этой любительницей, с этой девочкой маленькой, с этим профессионалом, потому что у него есть эта система. Эти отличия, они огромные, они видны во всем. И для меня, как для тренера с каким-то там маломальским опытом, не стоит большого труда определить, есть ли у тренера система. Показатель этой системы – это его игроки. Естественно, двум людям невозможно объяснить одинаково. Естественно, одинаково можно объяснить, но они не сделают одинаково. Даже если ты будешь ставить 5 людям одно и то же, в силу своих анаэробных способностей, кто-то более пластичен, кто-то менее пластичен. Как когда-то говорил один тренер, я с ним не согласен, но он говорил, что талант – это способность повторить движение. Для меня это больше какие-то гибкость, координация, ловкость, моторика какого-то тела, где человек способен повторять движение. Я не связывал бы это с талантом. Для меня главный талант всегда останется трудолюбием. Но когда вы приходите и вы видите, что у человека могут бить вот так, там, и вот так, да, вы понимаете, что у тренера нет никакой системы. В Одессе у нас был очень хороший тренер, да, один, и я не могу сказать, что он добивался каких-то там высот, когда-то прям какие-то игроки были в телевизоре, но он делал очень хорошую работу, и у этого человека была неимоверная очередь с клиентов, с людей, у него была системность в его работе, и если ты придешь к нему на корты, и ты увидишь людей от него, к тебе попадут люди от него, на соседний корт придут люди от него играть с кем-то матч. Все дети будут делать четко замах, как он ставит. И это будет видно.
Вот это показатель системы. Ваши люди, которые показывают вашу техническую наработку. Все истории, что я объяснял, он не сделал, я ему 25 раз говорил, он хватку менять не хочет. Это проблемы только тренера. То есть, если тренер связывает себя с людьми, которые не готовы учиться, это отсутствие системы. Потому что у негативных моментов системы еще, я бы сказал, такое четкое понимание, как ты понимаешь, да, это должно быть вот так. И это же ведет за собой такие последствия, что, понимая, как оно должно быть, ты не принимаешь ничего другого. Ты понимаешь, как должен выглядеть замах, как должна выглядеть хватка, как должны выглядеть ноги, и ты не принимаешь ничего другого. И вот здесь ты уже настаиваешь на выполнении того, что должно быть, по-твоему, сделано. И только тогда, когда ты добиваешься результата, ты можешь принять, что это соответствует твоей системе, и ты, как тренер, можешь быть ответственным за результат, который будет с игроком, которого ты тренируешь. Потому что он, следуя твоей системе, последовательно выполняет шаг за шагом. И ты уже знаешь, к чему это приведет. Тренер-выскочка. Повезло. Возможно ли такое? Да, возможно. На определенном этапе был у меня такой опыт. У меня была девочка, неплохая девочка, да, где-то была уровня там, десятки Украины. И была девочка этого же года над всеми. Сильно-сильно над всеми. Она была первая, да, в Украине. И она была прям европейского уровня, я не помню, в каких она там была, десятках, пятерках Европы. Ну, девочка была сильнее. И я, когда начал работать со своей девочкой этой, узнал, кто стоит первый. И был удивлен, что первая стоит девочка с нашего города. И я долгое время добивался спарринга, чтобы они сыграли вместе, чтобы посмотреть, какая разница на сегодняшний день между моей девочкой и вот той вот девочкой, которая стоит первая в Украине. И мне пришлось просить тренера, с которым я вообще никогда не коммуницировал, никогда не знал этого тренера. И у меня все время был такой вопрос, ну типа, ну вот она стоит первая, да, ну как-то же этот тренер ее воспитал, как-то же он это сделал. И полное отсутствие коммуникации, все время вот такая там голова, что там... Я понимаю, что, грубо говоря, там, когда ты первый, а там просит игрок там 8-й, 10-й, это не так интересно, так как ты, когда 8-й, просишь первого. Но мне было очень тяжело понять, почему настолько тяжелая коммуникация. И потом я подошел к такому тренеру, которого я достаточно неплохо знал, я знал о результатах его работы, и спросил, слушай, а как она так делает? Он говорит, да ей просто повезло. Там ноль знаний, ноль системности. Просто такая девочка, которая у любого бы заиграла. Я не видел таких людей ни на тот момент. Наверное, потом, позже встречал таких людей, которые заиграли бы у любого тренера, которые росли просто как сорняк посреди пустыни. Им не нужна была ни вода, ни полив, ни солнце. Они просто росли сами по себе. Но на тот момент для меня было таким каким-то шоком. Да? Я не мог понять, что человек без уровня и может воспитать такого игрока. Но, тем не менее, когда эта девочка ушла от этого тренера, и у нее появились последующие проекты финансового плана на имени той девочки, которая была, и я увидел, чем занимался этот тренер, естественно, я был 100% убежден, что тот тренер, который мне когда-то сказал, что там 0 знаний, что ей просто повезло с этим игроком, это было доказано. Это было доказано действием, потому что последующие игроки, тупо там в 50 Украины не попадали, причем что там были определенные люди, где родители финансировали, платили там 4-5 часов в день тенниса. Ну, одно из упражнений, которое давал этот тренер, оно у меня до сих пор в голове, да, это наличие психолога на корте, естественно, там есть за что платить, все остальное. Завязывание повязкой на голову, да, полотенце завязывалось узлом, то есть на полотенце вязался узел, полотенце макалось в ведро, чтобы оно было тяжелее, и ребенок с завязанными глазами, сидя на стуле, вот этим полотенцем должен был отбить закрытыми глазами мяч по слуху. Арендовать зал, пригласить на это упражнение психолога, платить за это тренеру. Ну, ей просто с этим повезло. Других объяснений у меня этому нету. То есть у тренера, который работает системно, у него должны быть игроки.
Это могут быть игроки разного возраста, 7, 8, 12, 14 лет. Но у него должны быть эти игроки, и они должны говорить о наличии этой системы. Именно они должны характеризовать тренера как тренера с системой. Где бы он ни был, на Северном полюсе найдутся люди, которые будут играть по-другому. Из того уровня, который там будет, если человек работает по системе. Вы всегда будете отличаться от тренеров, которые просто перебивают мяч, если у вас есть система. До какого уровня можно преследовать эту системность, последовательность? До того уровня, до которого вы дорастаете. То есть вы будете расти вместе с людьми, которые будут добиваться нового уровня, и вы будете открывать для себя новую систему на новом уровне. Да? Кто-то, кто максимально работал там, с игроками там, ТЕ до 12, он знает систему до 12. Кто-то, кто дорабатывал до уровня там, ТЕ до 16 или ITF, он знает систему, грубо говоря, ITF до 16, до 18, ТЕ до 16, ITF до 18. Кто-то, кто проходил этот путь и у кого получалось воспитать игроков ATP, WTA и что-то с ними играть в туре, тот знает систему от до. Но опять же, в самом вот курсе, да, который мы пытаемся создать, почему это такая огромная инициатива с моей стороны, я все время, когда приходил на курсы, там объясняли, вот, там ментальная подготовка, самое важное. Я с этим полностью согласен, ментальность самый важный фактор для людей, которые умеют играть. Но как их научить играть? Как можно заниматься ментальностью, если ты не попадаешь в корт? Как можно объяснить человеку, что ты лучше, если ты никого не можешь обыграть, если ты не можешь контролировать мяч, если у тебя есть технические ошибки? И вот тот курс, который мы создали, да, это будет система, в которой я покажу, как пошагово от нуля, от первого удара человека, который он делает на корте, довести человека хотя бы до уровня юниорского шлема, да, то, что получалось у меня сделать от первого удара на корте и уже непосредственно до каких-то результатов, до каких-то там финалов фьючерсов, до чего-то такого, хотя бы того, что знаю я. Да, эта система не пошла дальше, у меня не было на сегодняшний день игроков, которые пошли бы в большую куда-то вверх, и я бы с этой системой тоже развился больше. Но вот эту систему я конкретно знаю, и меня все время удивляло на курсах, что все время мы говорим о том, как тренировать игрока, что надо сделать игроку, как надо сделать это игроку, как надо сделать то. Но это такая система, в которой полностью нивелирован сам тренер. А что надо сделать тренеру? Сколько таких случаев, когда тренер полностью посвятил себя игроку, потом его выкинули, как из принтера, изжеванную бумагу, и все, и он остался просто на свалке. Я хочу объяснить тренеру, как ему развиваться пошагово, как ему не сдохнуть в этой почасовой рутине. И именно поэтому мне захотелось создать этот курс, в котором будут совмещены две личности – игрок и тренер. Эти люди будут как развиваться по отдельности, так же и взаимодействуя с друг другом, как им вместе идти вверх к одной цели, если их сотрудничество не заканчивается. Сложности системы – это как университет. Вы все время учитесь, вы все время анализируете, вы все время пробуете. Здесь получилось, здесь не получилось. Здесь человек чуть-чуть мягче, да. Здесь интроверт, здесь экстраверт. Как когда-то мне объясняли, что одному человеку, допустим, который бьет в аут, да, ему можно сказать: ты что, дебил, был аут. И другому человеку надо сказать совершенно по-другому, ему надо сказать: отличный удар, но чуть-чуть не попал. Да? Когда вы, грубо говоря, те же слова доносите совершенно по-другому. Когда вы человеку доносите ошибку через частичную похвалу, и какого-то человека можно напрямую ругать. Вы должны это чувствовать, вы должны управлять собой, вы должны все время анализировать, что сработало с этим человеком, что не сработало с этим человеком. И делая выводы на своих пробах, на своих ошибках, вы приобретете свой опыт, который составит вашу собственную систему. На эфире, который мы делали недавно, у нас человек спросил, у него получается делать работу летом, и достаточно много людей ходит, а в купол осенью и зимой не получается затащить людей. Клиенты приходят играть, когда тепло, в летний сезон, а когда вот зимний, когда купол, не хотят ехать куда-то. И, наверное, было обидно сказать. Значит, нет заинтересованности, без обид. В чем проблема? Мне кажется, проблема в личностном факторе в человеке, да, особенно если это какой-то там южный город или какая-то южная страна, могут находиться хорошо близко к корты, к чему-то, к локации, к морю, и люди относятся просто for fun, да, они приходят,
Они побегали, они хорошо провели время, хорошая погода, позагорали, тепленько, и их это устраивает. Но если мы касаемся уже какого-то купола, да, то уже где-то холодно, где-то не так приятно, не так комфортно. После тренировки не пойдешь на море, где-то не выпьешь там пива холодного после тренировки, когда жарко. Не получают люди того удовольствия. Но опять же, мы касаемся чего? Мы касаемся чего-то связанного вокруг тенниса. Если вы получаете удовольствие конкретно от тенниса, то абсолютно не важно, где он будет проходить. В куполе или на улице, в теплую погоду или в морось, как здесь в Германии через день идет дождь, да, и температура может быть 10-12 градусов, но я не знаю такого в своей работе, что кто-то ходил летом и перестал ходить зимой, поскольку закончился сезон. Мы либо занимаемся теннисом серьезно, либо не занимаемся им вообще. И, наверное, такое самое мое яркое сравнение системы работы по системе и работы без системы – это бесперспективность и люди. Бесперспективность – это я расскажу даже про свой путь. Я знаю ни одного, ни двух, ни трех, ни 10 даже человек, с которыми мы росли вместе, и которые на определенном этапе, когда я тратил время на приобретение системы, на свои знания, на свои ошибки, на свои шишки, которые я набивал, они играли коммерческие пары, как я показывал видео, как развести овцу, и им казалось, что так будет всю жизнь. Мне кажется, наши пути сильно разошлись с того времени, и, наверное, сегодня мы не находимся на одной линии, но это выбор лично каждого человека. Кого-то устраивало то, что было тогда, и кто-то не думал о том, что именно система будет отличать тебя от какого-то 17-18-летнего парня, который уже играет в 10 раз лучше, чем ты, когда тебе там 40 лет и больше. И ты просто не можешь физически с ним конкурировать. Но ты приобрел что-то здесь, и тебе не надо с ним конкурировать как игрок. Ты можешь обыграть его мозгами, у тебя есть знания, которые ты приобрел в поисках системы. И второе, касательно людей, да, сравнить. С чем бы я сравнил тренера, работающего по системе, и тренера с отсутствием системы? С человеком, который живет с целью и с пониманием того, что он делает, и с человеком, который встает и не знает, зачем он встал и зачем он живет. И еще такой лайв-пример – это Никита, наш оператор, да, человек, который, по большому счету, не тренер, да, но выработал систему, которую во многом приобрел от наших видео, которые мы снимали, и сегодняшний его уровень работы характеризует его как тренера со своей системой. И это огромное отличие, и люди, которые хотят приходить только к нему, и объем этих тренировок людей, которые к нему ходят. Огромная разница. И люди, которые ходят к Никите, они не ходят к другим тренерам, они хотят именно к нему. И опять же, они не делятся на лето, осень, зиму. Они просто хотят заниматься теннисом. Это еще один такой живой пример системы и без системы. Это было видео о работе тренера по системе и отсутствии системы. Если это видео наберет 700 лайков и 10 тысяч просмотров, я попробую показать одну из систем моделирования тренировок, как они строятся. Я не буду использовать какие-то модные слова, макро, микроциклы, но тем не менее, как они делаются с точки зрения каких-то подготовок, да, где мы работаем над техникой, где мы работаем над тактикой, где мы работаем над координацией, где мы работаем над выносливостью и где мы работаем над какими-то игровыми моментами в игре на счет. Как это все планируется по дням, на каких днях должен быть пик нагрузки, на каких днях нагрузка должна падать и как это строится в течение недели, в течение месяца. Не старейте на корте. Пока.